Почему он еще дышит? Почему он не спалил землю, когда до нее дотронулся? Почему огонь бесконечный, а мир до сих пор цел? Ну, все понятно, автор просто не продумал. Все, понял. Слава великому Агни! Слава! Фудзимото Тацуки, как всегда, старый добрый Тацуки, конченый ты психопат, хватит лезть ко мне в голову. Он навязывает свои безумные идеи так, будто это момент из карате пацана, где вот тот вертит башкой, пытаясь заставить змею поймать его ритм. И знаете что? У него получается. Я настоятельно не рекомендую читать эту мангу эмпатам, неврастенникам и тем, у кого кризис среднего возраста. Но я также настоятельно рекомендую ее прочитать эмпатам, неврастенникам и тем, у кого кризис среднего возраста. Просто уберите подальше все колющие, режущие и электрические предметы. Хотя нет, деревянный дилдо можете все-таки оставить, это для автора. В Химках видал, деревянными членами торгует. Потому что уже в первой главе она встречает расчлененка, инцест, каннибализм, бесконечные страдания и полная тщетность бытия. В принципе, обычный день у меня на районе. И это не шутка. Это если повезет. Весь мир замело так, что если ты не помер от холода, то ты просто помер от голода. Офигеть, офигеть, это тупо Skyrim. Нереально, народ, это тупо Skyrim. Ничего не растет, еды нет, встретить животину это уже почти мифология. Люди за это время слегка... Ну как слегка? Отупели, зачерствели и морально деградировали до состояния «да похуй, лишь бы дожить до завтра». И вот в одной из таких мелких деревушек живет наш главный герой Сан, то есть Агни. Да, как индийский бог солнца. Не потому что красиво, а потому что Фудзимото любит такие иронии, от которых потом больно. Агни простой парень, ну прям максимально. Его обычный день выглядит так: отрезать себе руку, накормить сестру, и надеяться, что сегодня в деревню не прилетит очередной рандомный пиздец с суперспособностями. Спойлер. Прилетает. В деревню заходят солдаты, и с ними тип по имени Дома. Кто дома? Я дома. Где дома? Дома оглядывает все это хозяйство, и у него, видимо, сразу включается внутренний модератор. Типа: ого, инцест? Запрещено. И просто сжигает все нахуй. Не метафорически, не ой, случилась трагедия, а буквально, потому что у Домы благословение. А благословение в этом мире это не дары божьи, а просто другое название для суперсил. Только если Марвел тебе будет 1,5 часа объяснять, кто тут герой, то здесь добро и зло это одна и та же херня, просто под разным углом. Поэтому Дома не рассуждает, он не сомневается, он просто сжигает деревню, Агни и его сестру. И как вы уже догадались, потому что вы у меня не глупенькие, Агни не умирает. У него регенерация. Проблема только в том, что огонь дома вообще не гаснет. Никогда. И Агни годами орет в агонии, жарясь как курочка гриль. А пахнет. Умирая и воскресая. Снова и снова и снова и снова. Пока его тело просто не учится двигаться в этом аду. Он хотел умереть множество раз, но перед смертью его сестра Луна попросила его жить. И он не смог подавить регенерацию, даже когда понял, что этим сам себя приговаривает к вечным страданиям. А спустя лет 9, когда от человека там уже мало что осталось, Агни надевает маску Гая Фокса, орет что-то в духе «Ви, значит, вендетта!» и идет искать убийцу своей сестры. Знаете, Фудзимото Тацуки любит такие завязки. Сначала вроде все спокойно, а потом бац! И все, пиздец. Погнал Эрнест Мулдашер. Третий глаз, зеленые человечки, газета «Аномалия». И вы сейчас можете сказать: «О, очередная трэш-история про месть. Мы это уже 100 раз видели. Сейчас ГГ превозможет, найдет товарищей, начнет называть их семьей, а потом в долгих и мучительных раздумьях простит главного злодея и обретет счастье». Ну, типа, да, это именно оно. Стоп. Чего вы заукали? Я не спойлерю вам сюжет, я не вру. Он реально начинается ровно так, как я сейчас описал. Просто чуть более артистично и гораздо более скомканно. Я бы даже сказал, что если смотреть только на завязку, это крепкая 8. Да хватит уже закатывать глаза, вы дослушайте. Первые глав 20, ну или 30, а иногда кажется, что все 40, сюжет реально толкается в сторону мести. Агни ищет Дому, сжигая все на своем пути, он пускается во все тяжкие, без угрызений совести, просто прет вперед, параллельно орет от боли собственного самосожжения.
Но Fire Punch не стал бы таким популярным, если бы все сводилось к формуле «чувак мстит и жжет мир». Ну или стал бы. Это вам не распятие 6. Тут все немного... ебанутие. Кто знает, то знает. Потому что на самом деле эта история не столько про месть, сколько про ужас бессмертия, про бессмысленность жизни, про самобичевание, иногда нужное, а иногда абсолютно бесполезное. Про людей, которые осознанно обрекают себя на вечные страдания ради других, даже когда до конца непонятно, есть ли в этом хоть какой-то смысл. И вот тут Fire Punch только начинает показывать зубы. В работах Фудзимото Тацуки всегда идут качели. Думаю, вы смотрели «Человека-бензопилу». Обычно знакомство с этим автором начинается именно с него. И если вы его видели, то правила уже знаете. Как только в его историях что-то начинает налаживаться, через мгновение все летит по пизде. Причем не красиво, не трагично, а так как в жизни. Без саундтрека, без катарсиса. Просто хрень. Фудзимото вообще тот еще извращенец. Я сейчас не в плохом смысле, хотя... Nice. Ладно, может быть и в плохом тоже. Как только его персонажам начинает казаться, что они поняли, как правильно жить, им тут же в лицо прилетает реальность. Прям как лифчик на концерте. Не потому что сексуально, а потому что не к месту и больно. И нет, это не связано с нижним бельем. Хотя, если честно, связано. Потому что Фудзимото явно любит рисовать трусики, панцушоты, фоны жоп в кадре и странные ракурсы. Все как мы любим. И в какой-то момент ты начинаешь ловить себя на мысли, что у этого человека где-то дома точно стоит алтарь его богини с аккуратно разложенными трусиками. Как у Рудеуса. Да, тот самый алтарь из безработного. Если вы понимаете, вы понимаете. И вот на этом фоне Fire Punch вообще не проверь себя и не пробудь хорошим человеком. У Фудзимото реальность не обязана совпадать с своими представлениями о том, как правильно. И если честно, именно поэтому это так больно и заходит. Вот тут вот Агни натыкается на милашку Риза, то есть милашку Тагаты. Да, я не оговорился. Если вы смотрели Человека-бензопилу, у вас сейчас в голове должен щелкнуть тумблер, потому что они выглядят один в один. Та же энергия, та же подача, та же роль в жизни ГГ. Ирония в том, что Фудзимото опять делает одно и то же, просто с другим именем в другом аду. Тагата слегка сумасшедшая девчонка. Что такое безумие? Если что, я прям ее фанат. Учитесь, девушки, вот какими вы должны быть, потому что в девушке самое важное ее душа. Яркая, безумная, любит дрочить, есть и спать. Прям как ты, мой зритель, и не оправдывайся. Ладно, что не куришь, верю, я тоже не курю. Почти. После этой манги, кстати, я все-таки закурил. Тагата, между прочим, тоже бессмертная. Лет так 300 жизней плюс-минус. Она фанат кино и успела застать времена, когда мир еще не был ледяной тундрой. Проблема только в одном. Прошло время. Фильмы надоели, а потом еще и сгорели. И вот тут начинается депрессия уровня Роскомнадзор. Забавно, как эти шутки стали интернациональными. Роскомнадзор. Нуль дель сельбрева. В один прекрасный день Тагате приносит видео с горящим мужиком. Она смотрит на его горящий стручок, и ее распирает горящее желание снять свой фильм с огоньком. Навязываясь к напарнике ГГ, она превращает мангу в чистый абсурд. Делает из Агни бога, подпитывает его месть, направляет его и, к сожалению, становится для него по-настоящему дорогим человеком. Риза, то есть Тагата, очень важный персонаж. По сути, двигатель сюжета на первом этапе и наш проводник по этому миру. И в какой-то момент, если вообще не смотреть на количество глав, начинает казаться, что манга уже и заканчивается. Или сейчас превратится в героя-рационалист, перестраивает королевство. Но Фудзимото не любит City Skylines. Он не любит арки, продавая строим общество. Все наладится, мы извлекли урок. Он любит Страдивали, а точнее выращивать деревья. Иногда тебе кажется, что вот сейчас начнется эта классическая тема. Люди объединяются, появляется какая-то структура, жизнь вроде как продолжается. Ты почти готов поверить, что Фудзимото решил поиграть в рационалиста, а потом, появляется дерево. Просто дерево. Кстати, если иногда хочется вот так же просто поговорить с огоньком, без сценариев, без умных рож, я часто стримлю на Твиче. Ссылка в описании. Все, погнали дальше. Вообще-то Fire Punch таит в себе кучу разных посылов. Кто-то видит здесь, что бессмертие это проклятие, кто-то, что религия это промывание мозгов, кто-то, что однополая любовь приведет тебя в гроб. Все это здесь есть. И все это правда. Но лично для меня Fire Punch вообще не про это. Для меня бессмертие здесь это аллегория на жизнь. Бывают моменты, когда жизнь кажется абсолютно бессмысленной. Когда тянется бесконечная черная полоса и очень хочется, вы поняли, Роскомнадзор нуль дель сельбрева. Но жизнь у Фудзимото, как его стиль повествования, она не черная и не белая. Она как зебра. Сначала плохо, потом нормально, потом опять плохо,
а потом вдруг хорошо. Иногда, чтобы почувствовать одно короткое мгновение счастья, нужно пережить миллиарды лет темной полосы. И не все выдерживают. Но если выдержал, то даже самое маленькое счастье ощущается в 100 раз ярче. Как не дрочабрь. Страдание долгое, эффект короткий, но сука, какой же он сильный. И наверное в этом и есть причина жить, потому что умереть ты всегда успеешь, а счастье могло быть буквально за следующим кадром. Надо пораньше уснуть, завтра тяжелый день. Да не могу я спать, когда же наконец я стану счастливым!